В начале 2005 года японская компания NEC, в России ее обычно называют NEC, анонсировала телефон, который должен был стать самой тонкой раскладушкой на рынке. Превзошедший по этому параметру даже знаменитую модель Razer от Motorola, он поступил в продажу через полгода под названием N412i. На момент появления в продаже стоимость этого телефона в России составляла около 20 тысяч рублей. Он выпускался только в темно-сером цвете. Устройство имеет телефонную книгу на 500 номеров, 64-голосную полифонию, возможность отправки MMS-сообщений, поддержку Java, GPRS 10 класса, MP3-плеер, диктофон, Bluetooth версии 1.2, камеру в 1,3 мегапикселя с возможностью видеосъемки и около 25 мегабайт встроенной памяти. Существует также еще одна версия этого телефона, выпускавшаяся под двумя названиями – E949 и L1. Но N412i отличается от них отсутствием варианта в серебристом корпусе и поддержкой технологии iMod. Высота устройства около 10 см, ширина чуть менее 5, вес 96 грамм, толщина телефона 12 мм. Устройство имеет два дисплея. Внешний монохромный, выполненный по технологии OLED. Его разрешение 96 на 39 пикселей. Основной TFT-дисплей диагональю чуть менее 2 дюймов отображает до 65 тысяч цветов и имеет разрешение 176 на 220 точек. Заявленное время работы от встроенного аккумулятора на 600 мАч около 6 суток в режиме ожидания и 2,5 часов в режиме разговора. Разъем для зарядки располагается снизу. Он же служит для подключения гарнитуры и соединения с компьютером. На левом торце кнопки регулировки громкости. На правом – крепление для ремешка и слот для сим-карты. На передней панели располагается динамик, камера, светодиодный индикатор и внешний дисплей. На этом дисплее может отображаться один из двух вариантов циферблата часов – обычный или с пиктограммами и датой. Кроме того, на нем появляются уведомления о звонках, сообщениях, низком уровне заряда батареи, сработавшем будильнике и событиях в календаре. Клавиатура имеет подсветку синего цвета. Кнопки маленькие, имеют короткий ход. Пятерка, в отличие от других клавиш, имеет вогнутую форму, что делает ее менее удобной для нажатия. Клавиши приема и сброса вызова вместе с кнопкой «Назад» оформлены как еще один ряд цифровых клавиш, что характерно для большинства телефонов японского производства, предназначенных для локального рынка. Включается телефон удержанием клавиши сброса вызова. Главный экран телефона состоит из нескольких областей, где появляются различные иконки. В строке состояния все, что относится к функциям связи. Снизу над датой пиктограмма выбранного профиля, беззвучного режима или активного будильника. В центре экрана уведомления о пропущенных вызовах и СМС в виде кнопок, а под ними зона для размещения ярлыков быстрого доступа к разным функциям. Ярлыки могут также ссылаться к отдельным контактам, заметкам, интернет-закладкам и даже фотографиям. Внизу, кроме обозначения функций софт-клавиш, появляются пиктограммы меню и справочника, когда эти кнопки активны. К навигационной клавише привязано несколько быстрых действий, работающих на главном экране. Все они обозначены пиктограммами. Меню телефона выполнено в виде сетки из 9 иконок. Снизу указан заголовок каждого пункта и цифра для быстрого перехода к нему. Раздел «Телефонная книга» объединяет в себе справочник и журнал звонков. Справочник состоит из нескольких контакт-листов, между которыми можно переключаться при нажатии клавиши с телефонной книгой на клавиатуре. Каждый контакт может содержать до 7 телефонных номеров и 2 адреса электронной почты. Также имеются 2 поля для дополнительной информации. Контакт можно добавить в группу и создать для него голосовую метку. Общее количество меток ограничено 10. Можно выбрать цвет, которым будет светиться диод на передней панели телефона при поступлении вызова. Всего доступно 12 цветов, а также их градация с плавным переходом. Еще можно прикрепить картинку и поменять рингтон. Необычно, что в качестве мелодии сигнала может быть выбран видеоклип. Сам ролик при этом тоже появляется на экране во время вызова. С другой стороны, телефон не поддерживает установку MP3 в качестве рингтона. Напоследок, контакту необходимо присвоить персональный номер. Это поможет найти его в справочнике быстрее.
Для группы контактов можно настроить единый цвет индикатора, картинку и рингтон, но индивидуальные установки останутся в приоритете. Журнал звонков находится в меню «Опции вызова», откуда также осуществляется контроль за длительностью и стоимостью разговоров. Ввод текстовых сообщений осуществляется побуквенно или в режиме Т9. Данный редактор позволяет изменять цвет выбранного текста и фона за ним, а также форматировать текст, выравнивая его по центру или по краям экрана, меняя размер шрифта и стиль начертания. Выделив любую часть текста, можно скопировать ее и вставить в любое другое текстовое поле, например, в телефонный справочник. В сообщения можно добавлять графические эмотиконы, которые будут преобразованы в текстовые на тех устройствах, которые их не поддерживают, а также прикреплять монохромные картинки, имеющиеся в памяти, стандартные мелодии и анимированные смайлики. В последнем случае, после выбора типа объекта, вместо списка смайликов открывается главная страница галереи, где необходимо выбрать папку, в которой находятся смайлики. Это связано с тем, что их можно перемещать в другие директории. Для упрощения поиска другие файлы в галерее в этот момент не отображаются. Телефон также способен принимать и отправлять ММС-сообщения и электронные письма через сервис iMod, который сегодня не поддерживается российскими сотовыми операторами. Этот сервис также предлагал доступ к многочисленным сайтам iMod, ссылки на которые находились прямо в браузере в специальном каталоге с удобным рубрикатором. Благодаря этому можно было моментально найти любой интересующий контент, не сомневаясь в подлинности сайта. Правда, доступ к этим сайтам чаще всего был не бесплатным, сперва требовалось оформить подписку. Так как все они были написаны на оптимизированном для телефонов языке Compact HTML, то возможно было заходить и на обычные веб-сайты для ПК после долгой загрузки. Веб-сайты тоже загружались, но не всегда корректно. Единственным оператором связи, который предлагал услугу iMod в России, был МТС. Компания также занималась поставками телефонов с этой функцией, в числе которых была и данная модель. Таким образом, чтобы создать ММС-сообщение, необходимо перейти в браузер iMod и в разделе «Почта» найти соответствующий пункт. В сообщение можно добавить мультимедийное вложение и текст, а также дополнительные слайды. Продолжительность показа слайдов регулируется. Цвет текста и фона можно выбрать из 16 предложенных вариантов. Кроме того, мультимедийные файлы могли быть переданы не только на другой телефон, но и на компьютер по электронной почте. Для отправки писем использовался персональный почтовый ящик на сервере оператора связи, который получал каждый пользователь iMod вместе с покупкой телефона. Настройка интернета также осуществлялась на стороне оператора. Для доступа к нему пользователю было достаточно нажать всего одну кнопку. Интернет-страницы можно сохранять и добавлять в закладки. Есть возможность отключить показ изображений и включить автоматическое воспроизведение видео. Прямо из браузера iMod можно перейти и к списку установленных Java-приложений. Этот пункт также доступен в главном меню, где можно еще и отрегулировать поведение подсветки после запуска приложения. Здесь находится предустановленная игра Elevator Action, классическая аркада, впервые выпущенная компанией Taito в 1983 году. Игрок берет на себя роль специального агента, который проникает через крышу в многоэтажное здание, где хранятся секретные документы. Требуется собрать эти документы, спрятанные на разных этажах за красными дверями, при этом избегая или устраняя многочисленных противников. А по завершению спуститься на лифте на подземную парковку, где героя ожидает автомобиль. В конце каждого уровня начисляются бонусные очки. Их число определяется номером уровня. Вне зависимости от количества общей памяти, на приложение в данном телефоне отведено лишь немногим более 1,5 мегабайт. Встроенная камера по характеристикам превосходит модуль главного конкурента Razer V3. Она имеет более высокое разрешение и более широкий угол обзора. Разве что дисплей имеет слишком высокую контрастность и при этом искажает отображаемую картинку даже при незначительном наклоне телефона. Это не всегда позволяет точно выставить параметры снимка. Текущие настройки камеры отображаются в верхней части экрана, а регулируются они в меню опций. Видоискатель можно развернуть во весь экран, убрав при этом все лишнее, но в таком случае часть изображения тоже отсекается. Видимым остается только его центр. Среди опций есть мультисъемка, доступная для пониженного разрешения фото. Она позволяет сделать серию из 9 снимков. Имеется возможность указать условия съемки, что влияет на экспозицию, добавить один из 3 стандартных эффектов, выбрать размер и качество изображения.
а также одну из 8 рамок. Они доступны только для разрешения обои или ниже и адаптируются как для ландшафтной, так и портретной ориентации съемки. От выбранного разрешения также зависит степень возможного цифрового увеличения. Имеется автоспуск. Звук его отсчета, как и звук затвора, можно изменить на один из представленных вариантов. Кроме того, в меню с другими настройками можно выбрать папку для сохранения фотографий, включить автосохранение, настроить яркость и цифровое увеличение снимка, которые будут выбраны по умолчанию при каждом новом запуске камеры, и устранить мерцание при съемке под флуоресцентными лампами. Выбор автоматических настроек для подходящих условий и эффекты доступны также в режиме видеосъемки. Ролик может быть снят в 2 вариантах разрешения и в 2 вариантах качества. Есть возможность ограничения длительности видео для его отправки ММС-сообщением. Во время работы камеры индикатор на внешней панели непрерывно светится зеленым цветом, а при нажатии кнопки спуска становится красным. При съемке с таймером диод меняет цвет на синий, а по мере истечения времени на желтый и розовый. Все снятые или полученные фото и видео попадают в раздел «Мои данные», где их можно отсортировать по существующим директориям или создать новую папку. В этом же разделе хранятся записанные голосовые заметки, скачанные мелодии и предустановленные рингтоны, среди которых находятся и короткие сигналы для SMS-уведомлений. Телефон также поддерживает аудиофайлы в формате MP3, но не дает возможности установить их в качестве рингтона. Кроме того, встроенного хранилища не хватит даже на один музыкальный альбом. Также имеются ограничения относительно высокого битрейта, размера файла и продолжительности трека. Устройство может воспроизводить файлы объемом до 3 МБ, длительностью около 3 минут и с битрейтом 128 кбит в секунду. Но если один из этих параметров существенно превысит указанные значения, велика вероятность, что файл не запустится. К слову, в разделе «Аксессуары» есть MP3-плеер. В него можно добавить аудиофайлы из раздела «Мои данные» и сформировать из них собственный плейлист, выбирая отдельные треки и перемещая их в списке относительно друг друга. К тому же, только в плеере есть экран воспроизведения и несколько дополнительных опций. К примеру, плейлист или отдельный трек можно поставить на повтор или настроить звук с помощью встроенного эквалайзера в зависимости от музыкального жанра. Включив трек, можно закрыть телефон. А если выбран режим плеера, то информация о воспроизведении появится на внешнем экране. Далее в разделе располагается калькулятор. Дизайн его интерфейса имитирует внешний вид реального вычислительного устройства. На экран продублирован блок навигационных клавиш с указанием назначения каждой кнопки. Есть функция памяти и возможность расчета процентов. Встроенный будильник может быть однократным, ежедневным или повторяться в заданные дни недели. В процессе установки времени можно выбрать для него мелодию и набрать короткий текст, который будет показан при срабатывании будильника. Ежедневник включает в себя календарь и список событий. В него можно добавить до 600 задач. При создании нового события требуется указать дату, время его начала и окончания, а также описание задачи. Затем событие можно сделать повторяемым, указав его периодичность и установить напоминание. Во время показа напоминания можно при необходимости выбрать время его повтора прямо на экране уведомления. Кроме того, события можно добавить в отдельный, защищенный кодом доступа, список «Личные». Если на сутки запланировано одно событие, то рядом с датой появляется метка. Если событий несколько, то 2 метки. При наличии повторяемого события метка появляется рядом со всеми будущими датами, включающими это событие. Для просмотра списка событий без отрыва от календаря можно перейти в еженедельный режим. Кроме того, в телефоне есть список задач на 100 дел. Для каждой задачи необходимо определить категорию и приоритет. При желании ее тоже можно защитить кодом доступа, но нельзя установить напоминание. Ниже находится блокнот, предназначенный для создания коротких текстовых заметок, и диктофон. Он позволяет вести аудиозапись с ограничением в 60 секунд. Для прослушивания полученной записи можно заблаговременно выбрать динамик, из которого она будет звучать, на случай, если в записях присутствуют конфиденциальные данные. Встроенный конвертер валют имеет простой одноэкранный интерфейс. Достаточно выбрать 2 валюты из списка, ввести текущий курс и сумму, необходимую для перевода.
Также в меню «Аксессуары» находится раздел Bluetooth, где осуществляется настройка и запуск беспроводного соединения. Bluetooth может работать в режиме модема, использоваться для подключения гарнитуры или для передачи и приема данных, на которые имеются ограничения. Например, по каналу Bluetooth нельзя передать MP3 файл размером более 6 МБ. Для других файлов, в зависимости от их типа, ограничение составляет 1 МБ или меньше. Для приема файлов обязательно нужно перейти на экран ожидания данных, иначе телефон не будет обнаружен. Последняя в списке функция «Синхронизация» необходима для передачи некоторых типов данных между телефоном и компьютером. Все настройки устройства сгруппированы по нескольким разделам. Основной раздел «Телефон» включает настройку громкости голоса при разговоре и несколько опций ответа на звонок. К примеру, можно принять вызов любой кнопкой или открыв телефон, а также сбросить вызов боковыми клавишами. Кстати, эти клавиши могут включать подсветку внешнего дисплея, если эта опция выбрана. Также здесь находится подраздел «Время и дата». Помимо настройки местного времени, можно указать время и для другого региона, а затем активировать его показ на главном экране над основными часами. Отдельно можно указать собственный часовой пояс, выбрав свой город из обширного списка, и включить сезонный перевод часов. Еще в основном разделе можно поменять язык пользовательского интерфейса, настроить цвет светодиода для различных событий и указать тип имеющейся гарнитуры для ее корректной работы. В следующем разделе осуществляется выбор режима работы устройства и его настройка. Для каждого из них можно выбрать свои мелодии сигналов и их громкость, включить или отключить виброзвонок, звук клавиш или автоответ. В разделе «Основной дисплей» устанавливается текст приветствия во время включения телефона или анимированная заставка. Первая с логотипом NEC, вторая с логотипами МТС и iMod. Изображения с этими же логотипами можно использовать и в качестве обоев для главного экрана. Но помимо нескольких картинок, в качестве фона можно устанавливать и первые кадры из видеозаписей. Отдельно можно настроить стиль главного меню. Для этого доступно 3 фоновых изображения, а также есть возможность заменить иконки, хотя для этого подойдет далеко не каждая картинка. Кроме того, на выбор предоставляется 8 красочных цветовых схем. В настройках внешнего дисплея можно отключить показ времени, всплывающих уведомлений и номера входящего вызова, выбрать стиль часов и активировать бегущую строку, которая будет выводиться на внешний экран вместе с логотипом NEC каждый раз, когда телефон закрывается. Текст строки изменить нельзя. Для экономии батареи предлагается выбрать пониженный уровень подсветки основного дисплея и отключить подсветку клавиатуры. В разделе «Вызовы» происходит проверка и настройка переадресации. Включается ожидание и удержание вызова, если во время разговора поступает еще один входящий. Активируется функция автодозвона при неудачной попытке и открывается экран ID-линии, на котором можно запретить другим абонентам определение своего номера. Раздел «Безопасность» служит для смены пин-кодов и включения блокировки телефона. А на экране «Запрет вызовов» можно установить ограничения на различные типы вызовов. К примеру, на входящие вызовы в роуминге или международные исходящие. А выбор диапазона частот и другие настройки связи осуществляются в разделе «Сеть». Последним пунктом в меню настроек является сброс всех установок телефона до заводских. NEC N412i являлся не только одной из самых тонких раскладушек на рынке, но и флагманом в линейке производителя. Его сильной стороной, несомненно, стал строгий дизайн в стиле хай-тек, большой набор функций и поддержка iMod. Основным недостатком телефона, на который жаловались пользователи, считается небольшое время работы от встроенной батареи и отсутствие доступа к ней. Еще покупатели были недовольны малым объемом памяти и неудобством передачи файлов по Bluetooth. При этом стоимость телефона была выше, чем у новой модели Motorola Razr V3i, которая появилась в продаже примерно в то же время и была лишена всех этих недостатков. Более того, у нее появился слот для карт памяти и увеличилось разрешение камеры относительно предыдущей модели V3, которая оставалась востребованной и стоила около 8500 рублей, что более чем в 2 раза дешевле телефона NEC, хоть и проигрывала ему по многим параметрам. Желавшие получить телефон с функцией iMod могли обратить внимание на раскладушки NEC N411i или Samsung S410i. Обе имели похожие характеристики при цене 9 и 12 тысяч рублей соответственно. Правда, в долгосрочной перспективе покупать эти телефоны было не совсем целесообразно, так как в МТС уже летом 2006 года сообщили, что iMod не оправдал ожиданий, а через год объявили о закрытии проекта в России.
А компания NEC вскоре в качестве обновления данной модели представила телефон N500IS с увеличенным объемом памяти и поддержкой Edge. Но это не помогло ей закрепиться на российском рынке из-за большой конкуренции со стороны других мобильных компаний.